Здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на третью декаду декабря для знака зодиака Близнецы. Мы коротко посмотрим по всем сферам жизни, что ожидает Близнецов в период с 21 по 31 декабря. Как пройдет у вас Новый год, я сделаю отдельный расклад. Если у вас есть какая-то мечта или желание, давайте посмотрим, исполнится она или нет в эти 10 дней. Это нам покажет в конце расклада маятник. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней, ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас? Для тех, кто в поиске работы. Ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней, практически перед Новым годом? Совет или предупреждение от Таро. У вас какие-то карты все мелкие. Будет очень много каких-то событий. Давайте еще посмотрим сюрприз, неожиданность, Близнецы. Или на чем Ленорман хочет сделать вам акцент. Третья декада декабря. Да, у кого-то здесь проблемы, у мужчин проблемы с работой. Какие-то могут быть убытки или потери. То ли у вас работа связана со стрессами, то ли на работе какая-то ситуация неприятная. Вот как раз в начале этих 10 дней семерка, да, вы можете столкнуться с обманом, с какими-то, может быть, интригами. Или если вы, например, кому-то на себя работаете, выполнили кому-то заказ вот здесь, да, ждете поступления денег, то ли денег меньше будет, то ли наоборот вы их не получите. То есть смотрите, если вот сейчас вы смотрите, да, если вы с кем-то заключаете какой-то контракт, ну или заказ выполняете, то постарайтесь не на словах, потому что вас могут здесь обмануть. Вам карты советуют в работе, да и не только в работе, наверное, вообще и в финансах, да, вот проявить осторожность и внимательность. Тут то ли это для мужчин, то ли это будет идти от мужчины. Также в отношениях здесь, вот для тех, кто уже состоит или в отношениях, или в браке, тут тоже какие-то сомнения. Может быть, вот какой-то обман. Или если вы состоите в отношениях с несвободным человеком, то здесь, скорее всего, противоположный пол, да, увиливает от ответственности, не принимает никакого решения. Давайте мы эту семерку уточним. А это может быть еще даже кражи или мошенничество по поводу финансов. Во-первых, будете вот сейчас заниматься покупками, торговые центры, да, смотрите за своими ценными вещами, за картами и не отвечайте на какие-то подозрительные звонки. Так, давайте мы эту семерку уточним. Я говорю, если здесь отношения, может быть, новые отношения, опять же, кто-то от кого-то что-то будет скрывать. Ну, вот сейчас уточним вот эту тройку. Также здесь может быть обман по поводу, ну, например, вам сообщат, или знаете, даже не так. Может быть, вот тройка – это ожидание продвижения по карьерной лестнице. И карты говорят, может быть, освободится какая-то должность, скорее всего, вы хотели ее занять, но вот что-то, то ли кто-то подсуетится быстрее. Вот тут еще у вас одна двойка, здесь двойка. Так я думаю, это или на работе какой-то обман, да, или, знаете, вот по любви. Ожидание уже, когда человек примет решение, когда вы можете свои отношения перевести на легальный уровень, то есть не скрывать, не прятать. А двойка говорит, что, скорее всего, человек увиливает от принятия решений. И вот у вас уже две двойки, два переживания, сомнения, оставаться, не оставаться. То есть вы уже человеку не верите. Скорее всего, очень часто были какие-то обманы.
Я говорю, здесь уже у вас назревает стресс. Или вот реально на работе какой-то заговор, или враги тайные. Мыши-то они всегда ведь действуют втихушу, но также они обозначают обман и воровство. Вот вам сообщили новость, да, что вы выиграли вы там в какую-то лотерею, или вас выбрали там из целой кучи претендентов. Ну, для этого вот что-то вам нужно. Радостная новость, да, но здесь есть какой-то обман, подвох. Поэтому будьте здесь аккуратнее. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, двойка жезлов. Здесь, конечно, может быть и выбор какой-то, может быть, кто-то из тех, кто состоит в отношениях, в браке, планируете какую-то поездку на Новый год, но пока выбираете. Также это, конечно, выбор оставаться, не оставаться в этих отношениях, потому что, может быть, вот опять же, какой-то обман идет от мужчины. Так, ну что мне посмотреть вам? Давайте посмотрим, во-первых, выбор-то в чем. Тут может быть еще выбор из двух партнеров или партнерш. Солнце. Еще здесь может быть выбор по поводу беременности. Может быть, вы, как вот природа придумала по семерке, у вас не получается. Да? Здесь продумать ИКО или суррогатное материнство, кто-то из близнецов здесь стоит перед выбором. Может быть, как раз карта показывает врача и проблемы со здоровьем. Ну, а также кто-то здесь хочет, конечно, уже и свадьбы, и счастья, и поэтому все это откладывается, человек тянет, и вы уже сомневаетесь. Ну и кто-то собирается в отпуск. Как я говорила, может быть, где-то на солнышке погреться, на новогодние праздники, поехать куда-то всей семьей. Тут другой вопрос, что вот эти карты могут показывать, что мужчина поехать не сможет. Что-то связано с его работой. Так, поэтому у вас может быть и сомнения. Хорошо. Для тех, кто в поиске, да, есть шанс познакомиться, то смотрите, вас могут пригласить в какую-то компанию. Может быть, это что-то связано с проведением новогодних праздников, или это знакомство на работе, там, где вы учитесь. Конечно, здесь вот две женщины, один мужчина. Так, сейчас одну карту. Мужчина будет что-то не договаривать. Да. Туз Пентаклей — это знакомство, это начало новых, очень стабильных отношений. Вот в конце этих 10 дней это праздники, да, это проводить хорошо время, это страсть, эмоции, желание обладать. Конечно, это еще и возлияние, излишнее возлияние для кого-то здесь, карта говорит. Не увлекайтесь, да, чревоугодием и выпивкой. Да, есть шанс познакомиться. По тузу Пентаклей это всегда очень стабильные отношения, которые, как правило, приводят к браку. Поэтому знакомьтесь. И если вас куда-то приглашают, идите. Для тех, кто работает, да, здесь ожидание продвижения по карьерной лестнице. Вот, может быть, вот этот заговор будет на работе. Будьте аккуратней. Может быть, кто-то еще метит на ваше место. Или там есть очень большая конкуренция, потому что вот из совет предупреждения вам карта говорит. Учтите конкурентов. Также это, знаете, вот да, сделать заказ, ожидать свои деньги. Вот здесь дьявол, и тут семерка. Смотрите, никаких договоренностей на словах. Человек может вас обмануть. Может быть, он потом и заплатит, или она, но это будет после Нового года. Как говорится, ложка хороша к обеду. Кто-то ждет, может быть, какой-то поездки. Это может быть поездка в отпуск или какая-то командировка. Еще здесь карта говорит, что вот ваша работа, продвижение, расширение будет зависеть от вашего умения договариваться, заключать какие-то договора, сделки, от вашей коммуникабельности. Здесь, если вы своим бизнесом занимаетесь, может быть выход на какие-то новые платформы, интернет, или, может быть, работа связана с иностранцами или людьми в других городах. Но эта карта всегда говорит о получении результата, о продвижении, об успехе. А вот для тех, кто в поиске, да, есть какие-то предложения, но вам ничего не нравится. Вот у мужчин уже здесь может начинаться стресс.
на трудности, связанные с нахождением новой работы. Хотя карта говорит, вот вам что-то предлагают, вам не нравится, а вот в эти 10 дней будет какое-то предложение, на которое вам нужно будет обратить внимание. Тут по деньгам или идет помощь, или предложение о новой работе. Поэтому вот не углубляйтесь вот в эту расстроенность, не опускайте руки. Какое-то предложение может поступить. Может быть, конечно, и придется вам за эту работу пройти какой-то конкурсный отбор, там с кем-то побороться. Но что-то может быть, да. Конечно, это еще избирательность, да, вот абы какая работа мне не нужна. Мне нужна хорошая, и чтобы оплата была супер. Но вот что-то будет. А в финансах, да, здесь помимо того, что какой-то помощь или предложение, это еще траты на подарки. Это получение подарка, траты. Ну, а также это может быть какие-то детские придут, какая-то может быть небольшая премия на работе, прибыль. Но это не очень что-то большое, крупное. Кто-то планирует, может быть, вот отпуск, да. Это откладываете деньги на какую-то дорогу. В конце, да, дьявол, ну, это Новый год у нас. Конечно, это излишние возлияния. Да, вот пятерка жезлов говорит, контролируйте себя. Ну, и еще, конечно, дьявол может и обман быть. Давайте мы ее уточним. Какие-то зависимости. Например, сделать подарки, воспользоваться чужими деньгами, то есть влезть в кредиты. Да, вот здесь рассчитывайте по крысам. Давайте совет вам посмотрим. Да, пятерка мечей. Здесь может быть раскрытие какого-то обмана. Или, знаете, вот для тех, кто состоит в отношениях с несвободным человеком, и человек постоянно увиливает, это выставить ультиматум. Да, вам хочется вырваться вот из этих зависимых отношений, из этого треугольника. И здесь то ли ультиматум, то ли здесь очень сильный конфликт из-за этого. В совет предупреждения ложится пятерка жезлов. Да, боритесь за свою любовь. Может быть, карта говорит, пока не выставляйте никакие ультиматумы, это может привести к разрыву отношений. То есть мужчина почувствует, что вы на него давите. Так, давайте получим для вас совет. Близнецы. 3 декабря. Совет для вас. Африканский араб. Так, сейчас посмотрю. Даже не помню, как называется. Редко выпадает эта карта. По-моему, книга теней. Сейчас. Да, это книга теней, она у вас перевернута. Вернитесь к основам своей духовной практики и практикуйте лишь самые простые базовые вещи, пока не почувствуете, что пришли в согласие со своим священным внутренним «Я». Такой вам совет. Давайте посмотрим маятник. Исполнится ли ваше заветное желание или мечта в эти 10 дней? Так, маятник, ответь, пожалуйста, близнецам. Исполнится ли их мечта или желание? 3 декада декабря. К сожалению, нет. Так у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам счастья, здоровья, удачи. Благодарю за просмотр. Всего вам хорошего.